От села Гизель в южном направлении вдоль реки Гизельдон проходит Гизельдонское ущелье. У входа в ущелье установлен памятник жертвам схода ледника Колка. Мы видим фигуру юноши, который пытается вырваться из ледяного плена. Трагедия случилась 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье. Гизельдонское ущелье разделяется на Кармадонское и Кабанское примерно в 11 километрах от села Гизель. В этом месте в реку Гизельдон впадает река Геналдон. Ущелье называют обычно или по названию протекающей по ущелью реки, или по наиболее значимому населенному пункту. Поэтому Кармадонское ущелье, в котором расположено село Кармадон, часто называют Геналдонским. Ледник Колка расположен в истоках реки Геналдон. Основная масса ледника находится на высоте более 3000 метров. Высота котловины Кармадонского ущелья находится на уровне около 1200 метров. То есть огромный массив льда массой около 40 миллионов тонн падал с 2-километровой высоты. Поэтому сход ледника сопровождался движением льда с огромной скоростью. Примерно за 7 минут ледник пролетел вдоль ущелья почти 16 километров. Кармадонская катастрофа не имеет аналогов в мире. Никогда ранее не наблюдался выброс ледника целиком из своего ложа. Кармадонская котловина оказалась под завалом льда и камней длиной около 4 километров и толщиной до 100 метров. Поток из глыб льда и камней выкорчевывал большие деревья, снося все, что было на его пути. По ущелью со скоростью около 200 километров в час двигался вращающийся поток из огромных глыб льда и камней высотой до 250 метров. Движение льда сопровождалось мощной воздушной волной, от которой гибли птицы, разбиваясь о скалы. Заполнив котловину Кармадонского ущелья, поток вырвался в Гизельдонское ущелье. Движение льда и камней прекратилось в нескольких сотнях метров от села Гизель. Недалеко от этого места и установлен памятник жертвам этой природной катастрофы. Ледник унес жизни более 100 человек. Среди погибших актер Сергей Бодров-младший со своей съемочной группы, несколько артистов Северо-Осетинского конного театра «Нарты». Ледник сходил и раньше. В 20 веке это случалось 2 раза. Но движение льда происходило значительно медленнее, и двигающийся ледник проходил небольшой путь. Как правило, сходила только часть ледника, а основная масса льда оставалась на прежнем месте. Гизельдонское ущелье расположено близко от Владикавказа, чуть более 10 километров. Здесь очень красивая природа. До Кармадонской трагедии это было одним из самых любимых мест отдыха жителей Владикавказа. Туристы с удовольствием едут сюда, чтобы увидеть красоту Кавказских гор. Здесь очень разнообразный животный мир, много птиц и зверей. Со дня трагедии прошло 20 лет. И во многих местах мы видим необычную картину,
Большинство растущих в ущельях деревьев одного возраста, и отсутствуют старые деревья, которые всегда можно увидеть в других ущельях. Совсем рядом мы от места, где ущелье раздвоится. Вот уже подъезжаем к этому месту. Переезжаем реку Гизельдон. Мы подъехали к месту, где Гизельдонское ущелье раздваивается. Если повернуть налево, то дорога приведет в Кармадонское ущелье. Мы поедем прямо вдоль реки Гизельдон. Этот участок ущелья называют Кабанским. В 5 километрах от развилки расположено очень древнее село Кабан. Село получило широкую известность во всем мире во второй половине XIX века. В 1869 году во время весеннего разлива реки Гизельдон произошел обвал крутого берега. После обрушения земли были обнаружены многочисленные древние предметы из бронзы и железа. Археологические раскопки позволили сделать вывод, что найденные древние артефакты относятся к первому тысячелетию до нашей эры. Позже были сделаны подобные находки и в других местах Северного Кавказа. Археологическая культура Северного Кавказа перехода от бронзового века к железному получила название Кабанская культура. Через несколько минут мы въедем в село, именем которого названо целое направление археологических исследований. Найденные при раскопках древние артефакты находятся в экспозициях многих музеев. В Национальном музее Республики Северная Осетия-Алания во Владикавказе выставлена обширная экспозиция «Кабанская культура». Здесь можно увидеть уникальные предметы археологии, знаменитые кабанские двояко изогнутые бронзовые топоры со сложным орнаментом, бронзовую голову идола, оружие и украшения. Село Кабан газифицировано, но многие жители хранят древние традиции и не отказываются от дровяных печей, на которых выпекают знаменитые осетинские пироги. Здесь есть и сотовая связь, и скоростной интернет. Многие приезжают сюда на выходные просто отдохнуть. В Кабани жители села установили памятник своему знаменитому односельчанину, осетинскому богатырю Бала Канукову. 200-килограммовый богатырь имел рост 228 сантиметров. Будучи цирковым атлетом, он победил многих всемирно известных цирковых борцов. За его огромную силу борца прозвали Казбек-гора. Сейчас мы получше немножко увидим это небольшое село. Сторожевая башня справа видна.
от село Кабан. Памятник богатырю Балак Анукову.